Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Я и сам пытаюсь свести все в кучу, чтобы понять, куда мы сунемся с головой. Так что предлагаю тезисно пробежаться по событиям, чтобы сориентироваться хоть немного, а то как-то неуютно уже в этом ворохе событий путаться. Давайте начнем с того, что на часе. На этой неделе выяснилось, что Бернс, главный дядька в ЦРУ, по просьбе дядюшки Джо, главный дядька во всей Америке, прилетал в Киев и 16 января 2022 года разговаривал с наивеличнейшим с глазу на глаз и в той беседе предупредил марафонщика и о наступлении нешироких с севера, и о десанте в Гостомель, и много еще о чем. Это к вопросу о том, что мы не знали. Действительно, многие не знали, потому что главбицепс никого не предупредил. Об этом мы знаем из интервью командиров ЗСУ, которые не были готовы к такому повороту событий и готовились только к осложнениям на Донбассе. Не знали жители Чернигова, Бучи, Ирпеня, Ягодного и прочих населенных пунктов с хорошо освещенными и асфальтированными дорогами и с названными кое-как улицами. Это было неважно. Важно было не допустить паники, насколько я правильно понимаю толкование этих событий из офиса Ермака. Мы можем сделать вывод, что З знал о готовящемся вторжении более чем подробно еще и потому, что буквально несколькими днями после разговора с Бернсом Мивинщик делает следующее. Выводит 4-ю бригаду НГУ из Гостомеля, отводит арту из региона, не отдает приказ готовить укрепления под Киевом. Вместо всего этого выступает в видеообращении к нации с просьбой готовиться к шашлыкам. То есть борец с олигархами знал точно, откуда готовилось нападение и когда, но скрыл эту информацию не только от общества, но и от специалистов. Свидетель Бернс. Ссылку на это видеодоказательство кладу в первый коммент под роликом. Давайте сопоставим этот факт еще с несколькими и сделаем выводы, если у нас на тот момент останется ясным сознание. Генерал Кривонос, взявшийся оборонять аэропорт Киев с такими же патриотами, так и не получившими на это приказа, получает за это уголовное преследование. Разведосы, которые на свой страх и риск возносят к небесам мосты на подступах к Киеву, приказа на эти действия тоже не получали, а раз так, выгребают по полной программе за самовольство. Я очень хочу, поверьте, знать, кто именно все это на самом деле провернул. Кто исковеркал слова Бернса и не довел до ведома приказ Верховного. Кто не перегнал Мрию на запасной аэродром и прочее, прочее, прочее. Не для того, чтобы низвергнуть этого человека в пучину огненную, а для того, чтобы отвести подозрения от небритого читателя в микрофон чужих текстов, без которых он становится похожим на несчастного двоечника. Очень хочу. Но от меня, как и от всех нас, эту информацию не только скрывают, но и всячески наговаривают на тех, кто пытается задавать вопросы, отмахиваясь одним и тем же аргументом «не на часе». Прекращайте, мол, раскачивать лодку. У зеленых чемоданы с кэшем от этого за борт выпадают. Несмотря на все эти махинации, нация поднялась и снова не позволяет себя унизить никому. Постойте, о чем это я? Как же не позволяет, если только и слышно «бон и утик», «зато не утик», а как выступил, ему доверяют, ему аплодировали, его фото на обложках всех мировых СМИ. Я на это задаю вопрос и закругляюсь на сегодня. Поскольку я тоже умею читать тексты, тоже не брит и тоже ношу футболку, то мой вопрос звучит так. При всех равных условиях, то есть при том же сопротивлении нации, при тех же усилиях нации и при всех прочих равных условиях задачи, скажите мне, если бы на месте Зеленского в его выступлениях и гундосиках был бы другой человек, ну пусть и Пенс, к примеру, помощь Запада Украине была бы равной, большей или меньшей? Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донатором Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.